Привет, привет! Это мой небольшой, так сказать, отзыв о рыбалке, на которую мы ездили с моим другом. Конечно, выехать получилось у нас очень поздно, всегда работа, либо какие-то важные дела. Место, конечно же, организатор выбрал прекрасное. Ехали мы долго, уже стемнело, поэтому что лагерь разбивать где-то в лесу в темноте, что в речке, возле речки где-то по дороге на полпути, разницы было никакой, поэтому мы приняли решение ехать до конца, до точки дислокации. Все, и точка. Ехали, и тут в один из моментов Дима понимает, что мы вроде бы едем не туда, мы едем в какую-то другую деревню, что он этих мест толком не знает. Дорога была раньше очень хорошая, сейчас какая-то не такая. Мы проехали одну либо две просто заброшенные деревни до того момента, как не доехали до речки, через которую был деревянный мост. Может быть, где-нибудь в кадрах, да, мы его снимали. Знак был такой, что 3 тонны на ось. Мы начали вспоминать это, что 3 тонны проезд через мост. Мы стали вспоминать это на ось, либо на всю машину. Дима полез искать где-то в какой-то инструкции, сколько же весит машина, хотя можно было просто посмотреть в техпаспорте на автомобиль. Мы посмотрели, что машина весит гораздо меньше, поэтому заранее убедившись, прошли ножками, убедились вроде бы, что мост крепкий и должен выдержать машину. Сели в машину, отстегнули ремни, открыли окна, чтобы не провалиться, если что. Это на будущее, знаете, закрытую дверь под водой вы в жизни не откроете, потому что давление там будет очень сильное. Вот, мы проехали благополучно этот мост, нам осталось метров 400 до точки, где мы должны были ночевать. А уже темно, просто нереально, мы доехали, а там оказалось вот это. Я ищу место, на карте посмотрел, вроде понравилось, неплохое для кемпинга, но приехали, а это оказалось кладбище умершей деревни, которой нету. На место ночевки, на заброшенное старое кладбище от старой заброшенной деревни. Думали, может быть, все-таки остаться там, переночевать, но, конечно, мы не такие уже и дикие ребята. Поехали дальше, поехали смотреть где-нибудь в деревне. По дороге нам встречалось много диких животных, лоси там какие-то, олени. Вот мы едем по этой заброшенной деревне по новой. В общем-то, дома довольно-таки свежие, покрашенные, но все в кустах. Видно, что люди не живут. Дорожка становится все уже, уже и уже. В последний момент мы поняли, что машина просто не пролазит. Причем на карте очень интересно, что дома обозначены, а их уже нету. То есть едешь по какой-то как будто бы несуществующей деревне. На карте она есть, но на самом деле ее нету. Вот такое чувство немножко неприятное, учитывая то, что это уже было 1:30 ночи. В общем, мы доехали до конца деревни и можно сказать, что застряли. Назад можно было выехать только задом, очень сильно цеплялись за ветки деревьев. И кое-как, обцарапав всю машину, мы все-таки выехали к мосту. Решили мы переночевать возле этого сказочного моста. Разбили палатку, приготовили покушать, хотя мы особо, наверное, не ели, выпили по баночке пива и легли спать. Привет, привет! Сегодня мы выбрались с другом Иваном на одну речку, очень глухие места. Я думал, что знаете места, какую-то деревню тыкнул, в которой я думал, что я был до этого, но оказалось, что дорога была какая-то очень странная, по такому дикому мосту, вообще просто непроходимому, на деревянному. И единственная дорога, которая вела нас в кладбище, те точки, которые я отметил. Я понял, что я тут вообще никогда не был, я ошибся деревней на 40 километров. Привет, привет. Это я, Феш Раннер.
Ну что, вставай, давай кушать. Вот такая речка у нас сегодня. Ну что, Дмитрий? Это Дмитрий, мать его, фишранер. Завтракает в таком прекрасном месте. Пока Владимир покакал уже. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Еще какая-то активность есть у рыбы? Какая-то. Так, первые приманки не пошли. Попробуем другие. Рыба есть. Места, конечно, топовые. Как он, перекатик? Вода просто кайф. Но пока ничего не клюет. Чья-то мебель тут. Такие бруны. Это, наверное, миноха, наверное, это какой-то. Волголавль. Ай-яй-яй, ну ладно. Я тебя, Вован, даже не вижу, если что. Вова, ты где вообще? А, нихера себе. Я вот думаю, как мне потом на берег обратно попасть. Ну, слушай, ну в Эйдерсах тут кайфово. Вода тепленькая. Дно твердое. Пойдет приманка от Salvia Fishing. Андрей, твоя приманочка. Уже тут все обкидал. Так уже. Просто ради интереса. Такой перекатик. Классный просто. И затишок. И вон там есть рыбка. Кормовая база, все дела. Ой, рыбу сколько? Вон сколько рыбы. Клевка. Есть поклевки. Так, ты кто такой?
Сейчас мы тебя отцепим. Это не голавль. Ну, уже приятно. Что-то клюет. Но это все не голавль. Поклевки яркие, но такие без удара, как будто садятся. Красота. Так, ну чабик ловит. Чабик ловит окуней. Пока-пока. Борщевик. Выше меня, наверное, выше 4 метров. Ну да. Ужас какой. Царь борщевик. И думали, как же тут животные ходят. А животные ходят на водопой вот так. Вот так вот они ходят. Супер 8. Фу ты, жабка или кто там? Да, жабка. Темная вода, нырять нельзя. Пан окунь. Сегодня окунь клюет на этот воблер исправно. В принципе, это он и до этого был. Блин. Так, сейчас мы его должны идти отпустить. Блин, сейчас я в борщевик влезу из-за тебя. Вот такой вот окушок. Давай, отпускаю. Блин. Вроде улетело, нет? Где он там? Похоже, ты его убил. Не, он где-то улетел там. По-моему, улетел. Я его не вижу. Просто там борщевик. С борщевиком шутки-плохи. Ну что, на голодный желудок как-то рыба не ловится, поэтому поедем на другое место и там покушаем. Сделаем макароны по-флотски. Погнали! В один из моментов
рыбачок-то наш нарвался на 1000 клещей, поэтому было принято решение просто валить оттуда, чтобы не нацеплять на себя клещей. В общем, мы так ездили, объездили кучу мест, но так и не нашли нормальное место, чтобы переночевать, где особо нету людей, где можно было тихо потусоваться, чтобы никому не мешать. И по итогу в конце вечера мы приехали на какое-то сказочное озеро. Наконец-то мы нашли какое-то место кемпинговое и выпьем пивка сейчас. Вот такого холодненького. Макароны по-флотски. Может даже нас вот это еще скинуть вот так. Опа. Вечером же Дима взял поплавать еще свой каяк. Там ничего не словил, но предложил мне на нем покататься. Мне было очень интересно. Слушайте, каяк — это такая классная штука. Мне немножко не понравилось рулевое управление, но очень легко идет. Так забавно, если нету больших каких-то этих самых волн, то вечером по озеру покататься просто великолепно. Ну что, выбрались мы наконец-то на небольшое озерцо, водохранилище реки Страча. Тут буквально пару часов, 1,5 часа у меня рыбалочки. Просто берег очень крутой, невозможно было нигде найти место. Все услано народом, температура 32 градуса, жара страшная. Вода даже в такой холодной реке кипяток. Мы перекусили, переночевали, разбили лагерь, потусовались и на следующий день поехали на какую-то другую речку. И что там? То, что осталось. Семга, кумжа. Все, что здесь не ресилось когда-то. Ну, ты видел, что с рекой стало? Он тут дойдет до сюда, на этом участке. И все. Тут как бы запрещено же рыболовство с конца сентября по-моему, по март. Вот на этом участке полностью до впадения Вилю, потому что он еще не ресится чуть-чуть. Это там, проценты от того, что это могло бы быть. Потому что самое классное нерестилище находится дальше. Но там уже лосося нет и не будет, пока стоит эта говняная плотина. Ладно, погнали. Итак, вот этот вот типа ручеек, это и есть та самая река Страча. Та река, где должны быть куча лососей и прочего всего, которые не могут преодолеть всю дамбу, дальше забраться сюда. Так как сейчас уровень воды низкий, поэтому в Страче вообще крайне низкий уровень воды. И все. Раньше сюда заходил нереститься лосось балтийский. Это самое главное в нерестилище было. Но сейчас он тоже доходит до дамбы и здесь погибает. Вот. Раньше были здесь знаки везде про лосось, сейчас уже даже этого нету. Воды настолько мало, да, что она тут вообще ручеек.